Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам две орхидеи. Одна это новая, это покупка из последнего обзора Leroy Merlin. Ссылочку на этот обзор я оставлю в правом верхнем углу экрана. И завершение рассказа о реанимации орхидеи Ягуар. Начнем с покупки. Были в этой поставке биглипы, и я смотрела и ходила возле 3 биглипов, отложила их, рассматривала, долго решала, какой цветок купить, и все-таки остановилась на мультифлоре. Он был довольно-таки дорогой, эта орхидея стоила 1500, но от мультифлора биглипа оторваться, наверное, вообще невозможно. Но такой он красивый и не часто бывают. Ну, то есть вот те, которые еще были 2 биглипа, это были стандарты, я их уже видела в поставке, но в это время я болела. И я думаю, что до Нового года они еще появятся. Тоже очень красивые биглипчики, очень бы хотелось приобрести. Они стоили 544, по-моему, рубля. В общем, поставка была интересная. Цены были от 400 рублей до 2500. Но 2500 это были подарочные каскады в корзинках. Ну, я остановилась вот на этом цветке. Не буду сейчас вам рассказывать все, как я обрабатываю цветок после покупки. Да, это GMP. Была и поставка вся GMP, поэтому и покупка тоже от GMP. Что я хочу рассказать об этой орхидее. Как я их обрабатываю после покупки. Я настолько часто это рассказываю, что опять же оставлю ссылочку в верхнем углу экрана на подробный рассказ, что я делаю с орхидеей. А вот об этой орхидее я хочу рассказать совсем немного. Часто задаете вопросы, принесли орхидею, вот вроде была с такими бутончиками все, и вдруг начинает сбрасывать бутоны. Вот здесь вам тоже покажу, что не все всегда бывает хорошо. Вот он, засушенный бутончик, если я... Нет, он еще не отрывается, но вот совершенно сухой. Сейчас прохладно. И когда орхидею везут, да, ее везут в определенной температуре, потом она попадает в магазин, потом мы выходим с ней из магазина, как бы мы ее не упаковали, в какой бы мы ее родной машине своей не везли, все равно это один стресс, второй стресс, третий стресс, и мы ее принесли домой в пакете. Я пакет не снимаю сутки. Кто-то мне написал, я не снимала 7 суток. Нет, суток достаточно, а бывает достаточно. Вечером привезли, утром распаковали. Мы ее не распаковываем не потому, что ждем, что там какие-то вредители появятся, а просто для того, чтобы температура сравнялась в пакете и в комнате была одинаковая температура. То есть меньший стресс получает орхидея. Но все равно вот эти стрессы молодые бутоны бывает не выдерживают, поэтому какое-то количество бутончиков может сбросить. В прошлом году даже было так, что у меня другая орхидея, тоже мультифлорка, у нее было всего 3-4 распущенных цветочка, но остальные было все в бутонах, и все бутоны она сбросила. Но при этом она прекрасно начала цвести в следующий раз такими же красивыми большими веточками и с большим количеством цветочков. Поэтому ничего в этом страшного нет. Еще один из вопросов. Когда поливать? Ну, такую орхидею, не такую орхидею, купленную орхидею. Вот эта орхидея сухая уже, ну почти сухая. А у орхидеи зеленые корни. Да когда же ее поливать? Вот это не зеленые корни у орхидеи. Это у орхидеи корни с водорослями. И водоросли дают такой зеленый цвет на корнях. Поэтому поливать ее... Но заметьте, какой-нибудь корешок, вот здесь есть один корень, который серебристый. А вот это все зелень, вся зелень. Вот еще есть серебристый корень. А это зелень, это водоросли. За неделю, пока они к нам едут из Польши,
в пакетах, а их, ну, я не могу сказать, что поливают, их опрыскивают от вредителей в тот момент, когда в эти пакеты устанавливают и в машину. И вот она неделю едет, пока она до Москвы у нас доехала, пока там рассортировали, кому дальше везти орхидеи. У нас возят машиной. Да, в машине есть какая-то определенная температура, потому что в Москве уже может быть до нуля, а у нас будет там плюс 10 или плюс 15. В машине всегда есть температура, которая поддерживается от там 19 до 22 градусов. А это для цветущей орхидеи, да и для влажных корней, это такая низкая температура. И вот эти водоросли, которые могут быть в горшке, они могут присутствовать и на корнях. Поэтому смотрим не на зеленые корни, на которых есть водоросли, а на вот такие серебристые корни. Хоть один корешочек в горшке, но вы всегда найдете, по нему ориентируйтесь. И даже можно ориентироваться по этим корням. Они сухие, но пока орхидея находится вот в таком влагоемком грунте, вот посмотрите, я вам сейчас покажу еще сверху, вот они даже черно-зеленые, вот это все водоросли. И пока она находится в таком грунте, лучше 2-3 дня лишних дайте орхидеи просушки. Это будет значительно для нее приятнее, чем вы зальете корни в этом влагоемком грунте. Вот это то, что касается новых покупок. Она простояла уже дома у меня неделю. Вот эти бутончики не сбрасывает. И я думаю, что эти бутоны будут все распущены. А теперь об этой орхидее. Орхидея Ягуар. Она у нас появилась на канале 11 февраля. Это орхидея не от GMP. Это орхидея от другого производителя. Немножко истории. Я когда первый раз ее вам показывала и разбирала от грунта, она у меня прожила, по-моему, неделю и 10 дней, но бутоны не распускала. Все цветочки есть, а последний бутон... Вот разница между тем, когда мы принесли орхидею, и она сразу начинает сушить бутоны, и когда бутон чуть начал распускаться при покупке, но когда я приношу домой, и бутон не раскрывается до конца, тогда есть проблемы с корнями. И поэтому мы вот эту орхидею разбирали. Это одна из последних орхидей, которые я после покупки разбирала и ставила на доращивание корней. Сейчас я этого стараюсь не делать, только по каким-то особым показаниям, а так я все орхидеи оставляю в покупных горшках. Они прекрасно наращивают корни. Но вот это была разобрана. Через 2 недели она нарастила корни. Буквально сразу пошли расти корни после обработки Максимом. И мы ее с вами как-то очень быстро посадили. Но потом она стояла, там капризничала, не капризничала, она просто привыкала. И через месяц или через 2, ну не помню уже, в какой-то быстрый период, она вдруг выпустила цветонос. Выпустила цветонос, и цветонос замер. И вот эта орхидея меня удивила. Удивила тем, что этот замерший цветонос потом вдруг начал расти дальше. Я эти все видео собрала в плейлист. И плейлист вам оставлю тоже в правом верхнем углу экрана. И обязательно оставлю под видео. Кому интересна вся история про эту орхидею, смотрите, это все будет в плейлисте, потому что показывала я ее часто. И вот этот цветонос, который замер, потом начал дальше расти, зацвел. 4 цветочка. Немного, но это первое ее цветение после реанимации. Ну, год еще не прошел, так как это был февраль, потом было лето. Лето было жаркое, не жаркое, неважно, но это лето. Летом они растут не очень хорошо, особенно реанимашки. То есть они думают, как им приспособиться.
Но вот это приспособилась, удивила и зацвела. Вот так от реанимации до цветения проходит жизнь орхидеи. Листики. Часто пишете, а листики вот эти, вот надо их подвязать, надо их там чем-то закрутить. Ничем я не закручиваю такие листики. Вот ее нижние, которые были при покупке, вот эти листья она вырастила у меня. И когда она начинает у меня растить листья, листья не скручиваются. Ну, видимо, в ней гормонов не так много было. Хорошие растут листья. Так она и продолжит растить новые хорошие листья. А вот эти старые, смотрите, вот она потихоньку их отсушит. Да, они какие-то корявые, да, какие-то... Но они тоже плотные. Я не могу сказать, что они теряют тургор. Нет, они плотные, просто вид у них такой, какой-то неопрятный. Вот такая орхидейка. Вот такая у нее история на нашем канале. Но уже цветет. Чем меня очень радует. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.